1 сентября – День знаний, долгожданный праздник для детей и их родителей. Однако в Котельниках, подмосковном городе с ярко выраженными проблемами миграции, все пошло не по плану. Школа номер 1 в микрорайоне Силикат, известная за пределами города тем, что русскоязычных детей там осталось совсем немного, стала эпицентром шокирующего инцидента, который больше напоминал массовую давку, чем торжественную линейку. О том, какая ситуация складывается в наших детских садах, школах и вузах, мы и поговорим в этом выпуске. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Вчерашние школьные линейки по всей стране показали, насколько изменилась наша страна. То, что происходило в первый учебный день на школьных дворах, наглядно демонстрирует направление нашего социального развития. Не хочется быть категоричным против приезда иностранцев в нашу гостеприимную страну, но текущие события вызывают тревогу. Похоже, в некоторых школах русские дети стали меньшинством. Примером может служить одна из школ в Котельниках. Вчера можно было наблюдать, как мигранты устроили давку на школьной линейке. Из-за толпы мужчин с бородами и их семей дети буквально не могли попасть на территорию учебного заведения. По информации из СМИ, один из подмосковных учебных заведений на первый учебный день превратился в толкучий рынок из-за скопления мигрантов. На опубликованных кадрах видно, как вместе со своими детьми бородатые южане и женщины с покрытыми головами привели на линейку всех своих многочисленных родственников, что привело к образованию затора на входе. Скопление новых граждан было таким массовым, что ученики не могли войти на территорию школы. Несмотря на возмущение редких местных жителей, мигранты лишь ухмылялись в ответ на просьбу уступить дорогу. При этом родители утверждают, что руководство школы пустило все на самотек и даже не предприняло попыток урегулировать ситуацию. По их словам, проблема с организацией публичных мероприятий у этого среднеобразовательного учреждения наблюдается не в первый раз. При этом трудности начались еще до начала линейки. На въезде в школу образовалась пробка из многочисленных автомобилей, на которых мигранты привезли всю свою родню. Праздник, на который ждали с трепетом, закончился полным хаосом у школьных ворот. Родители мигрантов пришли целыми кланами, буквально загородив вход в школу, отчего многие русскоязычные семьи не смогли попасть внутрь. Это было похоже на фильм про зомби-апокалипсис, делится впечатлениями мать одного из первоклассников. Нам просто некуда было деться, ноги оттоптали, ребенок в слезах. Сложилось впечатление, будто вход в учебное заведение превратился в некий портал в другую реальность, через который мигранты старались провести своих детей любой ценой. «Дайте пройти, у меня ребенок плачет», — кричали родители, пытаясь пробиться сквозь хаос, который сами же и создали. Местные жители давно выражают недовольство ситуацией, но администрация школы в Котельниках, казалось бы, предпочитает не вмешиваться в этот культурный обмен. Сложилось впечатление, что им безразлично, что дети, для которых русский язык родной, вынуждены сталкиваться с такими затруднениями. «Мы как будто находимся не в России, а где-то в другом мире», жалуется отец одного из учеников. Создается ощущение, что такая ситуация уже никого не удивляет, а местные жители все чаще задаются вопросом: а где же власти? Гарант, который так много говорит о необходимости поднимать демографию, кажется, не замечает, что граждане, которые восполняют население России, массово заполоняют детские сады, школы, больницы и общественные пространства. В это время русские дети и их родители остаются на задворках, вынужденные мириться с новыми реалиями, в которых им все реже находится место. Как долго это будет продолжаться и когда русским семьям наконец дадут право чувствовать себя в своих школах как дома? Ответа на этот вопрос пока нет. Ситуация действительно тревожная. Дошло до того, что в некоторых школах дети славянской национальности стали меньшинством. По сети гуляет фото с такой ситуацией, и это уже совсем не смешно. Дети, безусловно, цветы жизни, но что-то подсказывает, что если эти цветы появились на свет где-нибудь в Душанбе или соседних кишлаках, то им следует расти, соответственно, в Таджикистане. Причем речь идет не только о выходцах из Средней Азии. Если вы полагаете, что подобные случаи происходят исключительно в Московской области, то глубоко ошибаетесь. Перенесемся за 1500 километров от Москвы в Челябинск. Как вы думаете, как прошла школьная линейка в одной из здешних школ? Вероятно, вы представили себе серьезные лица учителей, ровные ряды первоклашек с колокольчиками в руках под звуки российского гимна и радостных родителей. Но не тут-то было. Вместо традиционного начала учебного года со звоном колокольчика на глазах изумленной публики на школьную площадку выбежал пухлый ученик и начал отплясывать лезгинку. Да-да, именно лезгинку, а не русские народные танцы. Какая уж там в Ополе березка стояла, это нынче не в моде.
Руководство школы на улице машиностроителей в Челябинске, по-видимому, решило, что зажигательный кавказский танец как нельзя лучше символизирует дружбу народов и демонстрирует направление образовательного процесса. Похоже, что русскую культуру наши дети вскоре будут изучать только на страницах учебников, а на практике будут знакомиться с традициями и обычаями южных народов. Трудно представить себе ситуацию, чтобы где-нибудь в Дербенте дети начнут водить хороводы на школьной площадке. Да что там говорить, в некоторых местных школах родители даже не утруждают себя вставать под звуки государственного гимна. Люди, комментируя этот случай, выражают искреннее недоумение происходящим. Никто не против уважения культур и традиций всех народов. Но стоит ли при этом отказываться от своих? Лезгинка – действительно красивый и зажигательный танец. Но когда ее танцуют на оживленном перекрестке в Москве или на школьной линейке в Челябинске, возникает вполне закономерный вопрос. Насколько уместны такие этнические эксперименты? Итак, прошли праздничные школьные линейки. Родители под впечатлением. В соцсетях горячо обсуждают происходящее в современной системе образования. Но еще больше мыслей у тех, кто не попал в сад или желаемую школу. Русская многодетная мать опубликовала в соцсетях крик души. В этом году ее дочь снова не взяли в детский сад. Я 2-й год не могу получить место в саду для дочери, а вот ее друг по площадке Мустафа и его брат в сад ходят. Они имеют преимущество передо мной как многодетные. Хотя их мама работать не собирается, а собирается дальше рожать, пока ее муж, ценный специалист, развозит заказы. Но у нее 3 на иждивении нашего государства, и у нее передо мной преимущество. Поэтому вместо моей дочери в садик пошел Мустафа. Такой пост опубликовала русская мать 6 детей в одном из телеграм-каналов. Дело в том, что 5 у нее уже совершеннолетние, а значит официально для получения льгот и не дети вовсе. Один из сыновей в данный момент находится на службе. Но и тут с льготой облом, так как он кадровый, в погонах. Детсад еще полбеды. Потом начнется школа. У моей старшей дочери в классе нет мигрантов, у младшего около 5 человек. Это еще очень скромно по сегодняшним меркам. Что будет через 3 года, страшно представить. А потом я буду искать место в 1 классе, где больше русских, потому что Мустафа еле говорит по-русски и учиться особо не собирается. И мы знаем, что в таких классах, где полно детей-мигрантов, низкая успеваемость. И я буду плакать, платить взятки директорам и завучам, договариваться и выбираться из этого болота. Такую перспективу видит многодетная мама-блогер. В комментариях под постом горячее обсуждение. С началом учебного года эта тема актуальна для многих. А это список зачисленных на 1-й курс в Астраханский государственный университет. Тоже гуляет по пабликам и каналам. Найдете русскую фамилию? Одна есть. Все эти мигранты станут юристами и государственными управленцами. Представляете? Как следует из официальной статистики, только в прошлом году документы на поступление подали сотни тысяч абитуриентов из стран Средней Азии. Выводы, конечно, каждый для себя сделает сам, но уже становится видно невооруженным глазом, что полным ходом идет замещение коренного населения ценными иностранными специалистами. И, судя по всему, до того момента, когда мы останемся в меньшинстве, осталось совсем немного. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!